Новый год, друзья, это семейный праздник. Обычно мы празднуем его с друзьями, с близкими, с детьми, с родителями, ходим друг к другу в гости. Но эти парни, о которых мы сегодня будем с вами разговаривать, Новый год обычно не празднуют. Они готовятся к гонке. Для них эти даты являются абсолютно другим символом. Ребяточки, сегодня мы с вами будем разговаривать о великой гонке. Сегодня мы с вами будем разговаривать о Дакаре. Вроде бы такие простые какие-то пластмассовые штучки с медалькой. И одна, и вторая, и, в общем-то, ничего особенного, с одной стороны, да, с другой стороны, за каждой из них лежит большая история, и взлеты, падения, иногда просто ощущение полного краха. Ради чего, зачем? Ну, у каждого свой Дакар, есть такая фраза, и у меня этих Дакаров уже было 2, и я надеюсь, еще будут. Ребята, родившиеся в деревне, как я в Бачманово, да, вот на этой трассе, мы всегда придумали, как на палке доехать обязательно до финиша, потому что нужен был результат. Вторым приехал Карлос Маас, а потом смотришь, третий, а тут Поваров. Русские наступают, русские идут. Даже в журнале написали, что русские наступают и русские идут, но почему-то было написано, им помогает водка. Вот почему водка помогает, вот это я не понимаю. Друзья, и перед тем, как начнем, я желаю вам в новом году только без травм, следите за собой, берегите своих близких, цените своих близких и гоняйте на мотоцикле всегда, постоянно и никогда ни в чем не сомневайтесь. Хорошего вам просмотра, вы на канале Всевендуро, не забывайте поддержать нас лайком, ну а мы начинаем. Согласитесь, трудно переоценить важность идей, поданные в нужное время и реализованные с трудолюбием и усердием. Примером такой идеи может стать всем известное ралли Дакар. Давайте же поближе познакомимся с его отцом, Тьерри Сабином, и с историей создания одной из самых популярных гонок во всем мире. В ранних 70-х состоятельные европейцы начинают устраивать первые заезды по северной части Африки на мотоциклах и автомобилях. Гонки, разумеется, проводятся не для всех. В круг гонщиков впадает по особой привилегии. У этого небольшого гоночного клуба были даже свои спонсоры и организаторы. Тьерри Сабин не раз участвовал в подобных заездах на своем мотике. В одном из таких заездов 28-летний гонщику не повезло. Он заблудился на территории пустыни Тенера. Однако чудом и не без помощи местных бедуинов он сумел выжить и выбраться, что принесло ему достаточно большую известность не только в среди местных любителей колесить по барханам, но и вне ее. На фоне героического спасения гонщика-одиночки из пустыни в умах организаторов начинает формироваться идея об организации заезда, который, благодаря своим масштабам, смог бы привлечь внимание зрителей по всему миру. Сказано, сделано. В 1978 году начинается первый заезд. Согласно своему словарному определению, под ралли понимается заезд на короткой или длинной дистанции, проходящей по автомобильной дороге. В связи с этим название ралли Париж-Дакар становится не совсем логично, поскольку трассой с бескрайними барханами африканских пустынь назвать трудно дорогой. Такое ралли – настоящая проверка на выносливость машины и ее водителя, а зачастую неизвестно, кто выйдет из строя первым. Париж-Дакар уже много лет считается одной из самых жестких гонок на мотоциклах, да и не только на мотике. Это испытание техники, испытание своего характера, испытание человеческих ресурсов. В Париж-Дакар участвовали и наши участники, соотечественники, люди, которые точно так же, как и мы с вами, когда-то загорелись идеей и посмотрели, возможно, похожий фильм. В этом фильме вы встретите неподдельные эмоции непосредственно участников ралли Париж-Дакар. Они сами вам расскажут, что это такое Париж-Дакар внутри. Очень сложно понять вообще тот момент, откуда вообще брать отчет, как я попала на Дакар. Потому что, естественно, про Дакар я узнала давным-давным-давно, еще в далеком 98 году.
когда устроилась, собственно, на работу в мотосалон «Альпин», и там начальником был Александр Нифонтов, который был у нас первый российский мотоциклист на Дакаре. Вдруг совершенно случайно, участвуя в всевозможных соревнованиях, которые здесь у нас и по области, и, в общем-то, по России приезжаем, и многие спортсмены там говорят, ну, там Поваров на меня говорит: слушай, ты, говорит, на Дакар собрался. Я говорю, что-то я не понял, кто куда. Ну ладно, вот говорят, ты на Дакар едешь. Ну, я пропустил мимо ушей, потому что, ну что, ну сказали, мало ли, что там говорят. Вот. Проходит время, на других гонках говорят: так, ну ты что, готовишься? А другие уже люди говорят: готовься к Дакару. Да к какому Дакару? Кто вам что говорит? Я и слыхать ни одним ухом даже не слышал про это. И вдруг мне звонит Саша Нифонтов и говорит: Сереж, ну вот у нас вот такая тема. Вот Юта Кляншнит, вот Кенни Гарднер, а вот он, вот такой мальчишка. Вот это 10 участников ралли Париж-Дакар, которые вошли вот в этот сборник. Ну говорят о том, что так, мы там не на последнем месте были. Поэтому я понял уже, что не миновать. Здесь рассказал нашим тут друзьям в Коломне, и у нас много было людей, которые просто приходили. Один из них там говорит: представляешь, это же приключение, говорит, туда можно поехать, туда можно, и можно там умереть, потому что это так круто вообще, просто необходимо туда ехать, Сергей, надо. И все тогда слушали, открыв рты, его рассказы про Дакар, про пустыню, про вот эту всю романтику, и вообще просто завораживающе все это было. Естественно, были там какие-то фотографии, были какие-то картины даже у него в кабинете висели. Заглох мотоцикл, просто заглох. Мы до финиша там каким-то образом тащили, главное, что он был рядышком с финишем, привезли его. Вот. И всю ночь, поскольку не было никаких условий, возле одного из барханов там не так дуло, и вот, этот мотоцикл, поскольку я был слесарем, а Александр отдыхал, вот, мне пришлось его снять, этот двигатель на бочке 100-литровой, разобрать, найти причину, там перескочила, там ослабла цепь в двигателе, да, и пришлось поставить вот этот успокоитель на место, и он завелся. И вы знаете, в 5 утра, когда вот на 100-литровой бочке этот двигатель собрали, поставили на мотоцикл, рядом стояла палатка, и судьи, которые судили эти соревнования, они в 5 утра, там, начало 6-го, вылезли из палатки, и после того, как мотоцикл я заглушил, аплодировали за то, что вот в таких условиях сделался мотоцикл. Вот, и Александр смог продолжить гонку. Вроде бы обычные масла, которые можно купить в абсолютно любом магазине, но в мотофалконе можно это все сделать на разлив. Например, вилочное масло можно приобрести ровно столько, сколько тебе нужно. А как тебе вот такое вот? Это кровь для того сцепления, для Магура специальная жидкость, которая заливается, потому что тормозуха ее разъедает. А, например, такие масла, как для воздушного фильтра Twin Air, представлены в мотофалконе вообще огромным ассортиментом. Все это можно, в принципе, найти, тот же Моторекс, без проблем, Матюль, но всегда, когда ты покупаешь подобную баночку, есть небольшой страх, что ты нарвешься на подделку. Парни из мотофалкона отвечают, что подделок у них нет и не будет. За каждую баночку они несут ответственность. Что самое важное, ребята, за 20 лет, которые не продают масла, не было еще ни одной подделки. Ребяточки, мотофалкон, более 20 тысяч наименований запчастей для мотокросса и эндуро прямо в наличии на складе. Звоните, телефон оставляю внизу. Спасибо, что ездите эндуро. Ну, естественно, просто так это не могло не отложиться в девичьей душе 19-летней барышни. Конечно, запало в душу, безусловно, опять же, наложилось на то, что я была неравнодушна к мотоциклам.
И у меня был мотоцикл Тула, я каталась просто по полю, и когда я первый раз услышала вот эти рассказы про Дакар, я подумала, что это же, да, где-то там, как боги на Олимпе, они там где-то живут, а мы простые смертные вот тут по полянке, вокруг конусов. И, в принципе, все так, как бы отношение к Дакару, оно такое и было, что на Дакар попасть – это из области фантастики. Наверное, нужно начать с моей самой первой гонки. В 99-м году я поехала на Баху под названием Баху-Селигер. Это был этап чемпионата России. Я, естественно, на мотоцикле тогда ездила совсем плоховастенько. И когда увидела там первый раз роутбук, я первый раз увидела песчаные дорожки. До этого я ездила только по полям на даче, по глине, и, соответственно, в Крылатском на стадионе. Вот начало, то есть всегда как-то ребята, родившиеся в деревне, как я в Бачманово, да, на этой трассе, мы всегда придумали, как на палке доехать обязательно до финиша, потому что нужен был результат. И неважно там как, это оно в нас, многих из нас делало нас не только гонщиками, но и такими слесарями, которые могли там перебрать на дороге без инструмента двигателя и потом доехать до финиша и быть лидером и стать там чемпионом. Этого дорого стоит. Так вот, если говорить про Дакар, то никто, в общем-то, не думал. Я, например, не думал о том, что смогу когда-то туда попасть, потому что это была несбыточная мечта, потому как кроме ижей, восходов, ковровцев, мотоциклов минских, серпуховских, в принципе, мы, наверное, ничего не видели, поэтому надо было включать смекалку для того, чтобы выигрывать и доезжать. А все другие хорошие мотоциклы, те, которые действительно конкурентные такие, да, они были нам недоступны. И, собственно, из вот этого всего я поехала на гонку, мне дали роутбук, я такая посмотрела на эти каракули, думаю, боже, что это? И надо было за один день проехать 320 километров вокруг озер, живописные дорожки. И когда я за какие-то космические, я не помню, часов 6-7 я ехала без перерыва эти 320 километров, приехала самая последняя, вообще все было ужасно с точки зрения результата, но я доехала. И на следующий день я не могла встать с кровати, потому что все болело, как будто по мне каток несколько раз переехал туда-сюда. Но я помню, что мои эмоции были настолько яркие, я поняла, что вот это круто. Ралли-рейды – это вообще, конечно, такой симбиоз разнообразных видов мотоспорта. Это и мотокросс, и эндуро, это и местами даже, может быть, триал, и все что угодно. Но я называю ралли-рейды условными мотошахматами, потому что не всегда важна даже скорость, нужно уметь ориентироваться в пространстве. Самое главное, нужно иметь холодную голову. Почему, например, в ралли-рейдах, как шутят, да, говорят, что ралли-рейды – это такая пенсионерская история, то есть, да, более возрастные гонщики участвуют в этих соревнованиях, потому что, когда приходит молодой горячий парень, он хочет гонять, ему прям полный газ. В ралли-рейдах это не прокатывает. Нужно все пропускать через голову, и иногда нужно заставлять себя ехать медленно, чтобы успевать, во-первых, работать с навигацией, чтобы не ушарашиться никуда, потому что мы едем по трассе неизвестной, опасности далеко не все прописаны в дорожной книге, и очень часто гонщики в ралли-рейдах, если падают, то попадают в больницу и, в общем, долго-долго восстанавливаются. Но это все такие общие фразы, которые, в принципе, известны многим, и мало кто задумывается о том, что стоит за этими фразами. Потому что проехать в день на мотоцикле, просто даже по асфальту, условные 500, 600, 700 километров, достаточно утомительная история, даже на комфортном турере, каком-то крузере. А когда ты едешь на спортивном раллийном мотоцикле, который похож реально на табуретку жесткую, и едешь по бездорожью, и едешь так несколько дней, а то и 2 недели, как
собственно, на Дакаре, то просто даже простая вроде бы езда на мотоцикле превращается в преодоление. Это ну, такой условный персональный ад. Вот, например, было у нас там 1200 километров, 1203 километра надо было проехать за день. Представляете, 1200 километров. Вот сейчас я не понимаю, как это можно было проехать 1200 километров, но мы же ездили это. 300 километров ты проезжаешь в свободном режиме, можешь ехать вдвоем, можешь там потихоньку, можешь быстро. Никто не засекает ни время, ничего. Ну, соблюдай правила дорожного движения, если ты едешь по дорогам общего назначения. Вот. И, допустим, в 9 часов, в 9:08 у тебя старт спецучастка. Спецучасток 700 километров. Вот был тогда 700 километров спецучасток. То есть ты должен приехать, дозаправиться, проверить весь мотоцикл такой. И, соответственно, выйти на старт, допустим, в 9 часов, там, 0,8 минут. Вот. И тут ты уже включаешь все, что у тебя есть, все передачи, которые есть в этом мотоцикле, да, все. И начинаешь разбирать дорогу, и смотришь только на то, чтобы, скажем, не кончился бензин, и никакой верблюд тебе там дорогу не перебежал. И 200 километров после финиша надо доехать еще до бивака. Поэтому ты приезжаешь уже где-то если ты в 4 утра выезжал, а приезжаешь где-нибудь там часов 8-9 вечера, приезжаешь, то представляете, вот за это время надо приехать, бросить мотоцикл, надо пойти помыться и потом упасть, если доползешь до палатки. Когда все болит, когда ты утром просто не хочешь и не можешь даже иногда закинуть ногу на мотоцикл. И болят пальцы. У меня на последней гонке я ехала, у меня настолько вот прям суставы, все болело, звенело, что я руки вот так вот разгибала. Хотя, казалось бы, да, смотришь фотографии, красивая пустынька, ровненько, все вообще просто мажестик. Но это кажущееся со стороны, на самом деле это все очень и очень непросто. Объяснить вот так вот людям, которые никогда не были на Дакаре, даже просто на ралли-рейдах, очень сложно. Я сама, если честно, не до конца понимала, что такое Дакар. Слушай, ну когда я собиралась на свой первый Дакар, безусловно, конечно, задача была финиш. Это как сейчас ребята, кто там собирается участвовать и участвует в том же близком Арманьяке, каком-нибудь Эрцберге. Задача доехать до финиша, это уже, как, ну, мы сейчас берем, да, этот топовый зачет. В Дакаре, к сожалению, к счастью, там вот есть одна трасса для всех, что для КАМАЗа, что для мотоциклиста. Вот. Поэтому доехать до финиша в такой гонке, это уже победа большая. Конечно, когда все получается, все ладится, и все ничего не ломается, и все едется, хочется ехать, и это песня. Но когда происходят всевозможные какие-то непредвиденные ситуации, как было у меня, то, конечно, это печально. И хочется бросить и больше не ехать, конечно. Маленький перемет, совсем небольшой, пробивает заднюю подвеску, и у меня отламывается задний амортизатор. Отламывается амортизатор, и мотоцикл садится задним крылом, садится на заднее колесо. Ну а что делать? Это все, гонка, закончилась гонка. Что делать? А еще впереди 500 километров. 500 надо доехать до финиша. И тут срабатывает вот это вот, то, что надо выживать, надо доезжать. Приходилось мотоцикл бросать на бок, положишь мотоцикл, да, оттянешь маятник вниз, отодвинешь его в исходное положение. Все, кто проезжал мимо, отдавали отстегивали, спрашивали, какие проблемы. Я говорю, дайте проволоку, дайте там веревку, дайте что-нибудь для того, чтобы привязать вот этот рычаг, который отвалился. Оторвался рычаг, нижнее крепление подвески, оторвался от маятника.
И веревка нужна была для того, чтобы сделать соединение между этим рычагом и маятником. Ну, я думал, что, вот, наверное, я правильно делаю. Потом оказалось, что действительно правильно. Поэтому все вот эти стяжки, всевозможные веревочки, капроновые всевозможные. Я притягивал этот маятник к этому рычагу. И хватало на 2 километра, хватало на 10 километров. Вот едешь, и вдруг обрывается эта веревочка, ты опять раз остановился. Ну, я не знаю, сколько раз, наверное, раз 40, наверное, я мотоцикл этот поднимал и для того, чтобы привязать. Вот тогда уже просто не то, что не хотелось, а вообще просто бросить это все. Вот. Доехал до финиша, сбежались наши руководители, чемпион мира и Вагнер был, и представители Каджиева пришли, они говорят, нет, не может быть, говорят, как это получилось, как вы доехали, как оно сломалось, оно такое. И вот это вот стремление все-таки выжить, хотелось бросить, конечно, все, но то, чтобы доехать, это, наверное, в нас заложено. Все выбирают себе какие-то цели и задачи в этой жизни, да, к которым они стремятся, которые не просто достичь чего-то. Люди многие идут на Эверест, мрут там, все равно туда прут, казалось бы, что, залез ты на эту гору, и чего? Да? А я Дакар, условно так же сравниваю с этим Эверестом. Для кого-то проблема найти денег и пойти, да, то есть это уже вот это все, это ступеньки. Для кого-то проблема там пробиться в топ-10, ну и так далее. Каждый ставит себе какую-то задачу. Чем привлекает Дакар людей? Это парадокс, это непонятно. Мне кажется, что вообще людей привлекают какие-то сложности, проблемы. Вот чем вот он сложнее, тем ему потом он вроде чертыхается, потом возвращается домой и думает, блин, нет, я туда вернусь, я это сделаю. И людей таких равнодушных к Дакару, вот, которые там побывали, вернулись, сказали, да что-то какая-то херня, поеду больше. Таких людей нет. Много я с кем разговаривала, там, и с великими, и с не очень великими, и с иностранцами, и с нашими, и это парадокс. Я не знаю, почему, и меня туда тянет, это вот магнит какой-то. Тянет и все. Некоторые уже, которые даже закончили гонять, они хотят туда поехать просто там, как в команде, каким-то водителем, помощником, механиком, кем угодно, менеджером, просто чтобы быть в этой тусовке и чувствовать этот дух Дакара, я даже не назову этот дух Дакара, это какое-то вот это общее сумасшествие. Город, который перемещается с места на место, все живут этим мероприятием, ты попадаешь в какую-то параллельную реальность. Где все люди сумасшедшие, но они с тобой на одной волне. И это настолько круто, ты ощущаешь это. Как зрители приходят на футбольный матч, и они говорят о том, что когда все болеют за команду, ты чувствуешь волну эту, да, общую какой-то такой подъем, и это круто, внутри аж все вибрирует. Но это ты там 2 или сколько, 3 часа на матче потусил и разошелся. А тут ты, понимаешь, 2 недели где-то каким-то, извините, хибеням. Можешь запикать, не запикать. Носишься в палатках, живешь, мерзнешь. Рядом с тобой сидит в столовке какой-нибудь там владелец Booking.com, человек из семьи квантов, которые, значит, владельцы BMW. Ну, то есть, понимаешь, да, размах. И эти все люди сидят в этой пыли, грязи, такие вот с замотанными какими-то там, не знаю, тряпками на башке. Точно так же может где-то в пустыне остановиться, с кем-то там разделить один батончик, потом выяснится, что это был какой-то шейх там местный, миллиардер такой, что там нашим Абрановичам не снилось. И все люди становятся равными в этот момент. Там нет такого, да, там что так, как, например, там, не знаю, ну, я в шоссейно-кольцевых гонках это заметил, там как бы есть определенная какая-то такая, знаешь, иерархия. Здесь нет все вот в этих палатках, там у кого-то автодома, да, у кого-то чуть побогаче, победнее. Но, в общем и целом, все повернуты Дакаром, больны Дакаром, и всех это объединяет. Получается такая мощная энергия, энергетика, это очень круто. Но это не передать.
Мотоцикл Каджива по тем временам был лучший мотоцикл. Когда вставал вопрос, на каких мотоциклах ехать на Дакар, Снупи сказал, что на совещании там тренеров сказал, что говорит вообще, и наших руководителей, что вы едете зачем? За победой. Значит, вам надо ехать на хороших мотоциклах, которые рассчитаны на победу. И вот все гонщики, которые ехали действительно за победой, это те профессионалы, Ореоли, Аркаронс, Карлс Масс, вот, все ехали на мотоциклах Каджива, потому что это был лучший мотоцикл по тем временам. Это мотоцикл весил 250 килограмм, полностью оснащенный 260 килограмм. У него было 3 бака, один центральный бак впереди, сзади 2 бака как бы возле заднего крыла. 900 кубических сантиметров объем, да. Максимальная скорость у него была 184 километра. Вот, во всяком случае, столько вот он у меня ехал по песку, 184 километра. По дороге 182 километра. А КТМ, Хонды, Ямахи? По тем временам, были, конечно, и КТМы. Вот Кенни Гарднер ездил он только на КТМ. Кенни Гарднер, он приезжал, он на одноцилиндровый, это двухцилиндровый был Каджива. Вот. Кенни Гарднер, он всегда ездил на КТМ, поэтому он ехал на КТМ, и КТМ уступал по своим характеристикам, вот, но он был легче, конечно, за счет того, что у него одноцилиндровый, он легче было. Было и BMW, французы ехали и на... В Дакаре это сделать Дакар, доехать Дакар, а ни в коем случае там не выиграть. Вот даже надо было приезжать 10-м. Даже если ты едешь 9-й, прям тормози, приехать 10-м. Вот приехать 10-м, и тогда точно ты будешь в призах. Потому что Дакар там не терпит вот этих дерганий, каких-то эмоций каких-то, да, там должно быть очень там продуманно настроен доезд. Вот когда я ехал с ними, с вот этой группой лидеров, да, и они когда подъезжали к этим пескам, когда дюны только начинались, они останавливались на своем языке, что-то они там говорили. Мы-то особо не понимали, вот, что они там говорят, но они закапывали в глаза, закапывали там какие-то капельки. Дакар – это набор навыков, и в первую очередь, и второй, конечно, составляющая такая – это опыт. Для того, чтобы ехать в Дакар, нужно эндуро, триал, мотокросс, что нужно? Я думаю, что больше мотокросс, эндуро. Триал нет, фристайл нет, а вот эндуро и мотокросс, да, конечно. Эндуро, в основном даже эндуро, потому что эндуро, оно само там в переводе, там выносливое, и все работает на то, чтобы там сохранить мотоцикл, доехать, потому что когда я приезжал, например, там упадешь, 2 раза приезжаешь, и эти механики смотрят, и там, допустим, там это оторвано, это разбито, сколько нужно, там надо еще успеть до следующего старта. Гонка была в 2017 году очень жесткая. То есть вот я даже вспоминаю уже потом Дакар 2019 года, когда я ехала без механика. Мне так вот, уже сейчас по ощущениям, которые улеглись, мне кажется, что в 2017 году было гораздо жестче. Тут еще, конечно, такой чисто фактор играет, когда ты готовишься морально к чему-то, да. Я в 2017 году ехала на гонку и думала, я там участвовала в Африке рейс, там, в чемпионатах мира, в принципе, понимаю, что это такое. Мне казалось, что Дакар, я так для себя решила, что это, наверное, да, вот это вот немножко такая маркетинговая история про то, что, самая сложная гонка, да ладно, знаем, плавали. Перегибают немножко, наверное, палку. Но когда я столкнулась с этой гонкой, так сказать, вот лицом к лицу, я поняла, что нет. Такое ощущение, что организаторы хотят тебя каждый день просто реально убить. Не в прямом смысле слова, конечно же, они там безопасность, все это на высшем уровне. Они просто хотят тебя, я не знаю, растоптать. И каждый день ты чувствуешь себя какой-то просто слабой тряпкой. Каждый раз ты борешься с собой и думаешь, нет, вы меня так просто не возьмете. Думаешь, завтра все уже, экватор гонки прошел, и вот завтра должно быть уже как-то полегче. Не может быть, что каждый день все хуже и хуже, хуже и хуже.
А оно именно так. И в какой-то момент реально просто начинают опускаться руки, ты не хочешь никуда ехать, ты утром просыпаешься, случается какой-то такой внутренний коллапс абсолютный, когда вот эта борьба с собой начинается. Но этот кайф, когда ты пересекаешь финишную линию, понимаешь, что вот, ты смог, ты проехал, и это тоже, это ни с чем не сравнимое удовольствие. В ралли-рейдах, кстати, это удовольствие, оно такими минимальными кусочками к тебе приходит каждый день, потому что каждый спецучасток, за время проезда спецучастка тебе хочется все бросить, тебе хочется упасть и заплакать, тебе хочется, я не знаю, на ручки, тебе хочется салат оливье, а не вот это вот все. И на финише каждого спецучастка ты понимаешь, что ты несколько раз себя победил за время этого спецучастка, и это очень круто. И я поняла спустя какое-то время, я не сразу это вывела для себя, что в ралли-рейдах мне нравится именно это. Вот это ощущение победы над собой. И мне прямо, я кайфую от этого. Вообще, это же приключение. Это приключение, в общем-то, весь Дакар, но мне кажется, весь Дакар для всех участников, он немножко разный, для всех свой Дакар. Но я так думаю, это мое мнение такое, что, наверное, 10% участников, 10% участников, это спортсмены, которые едут за результатом. Это те гонщики, которые едут на полную катушку. Да? Они, во-первых, идут первые, они не знают той дороги, что их ждет впереди. Поэтому навигация, скорости, впереди неизведанность, это все достается тем 10%, которые едут впереди. А затем Дакар для любителей, для, наверное, вот как мы, не профессионалы, а любители, которые, в общем-то, и здесь участвовали, это 50%, наверное, любители. Те, которые хотят и выиграть, и доехать, и получить удовольствие. Для них вот свой Дакар. И, конечно, искатели приключений. Все остальные проценты – это искатели приключений, которые едут с палатками, едут с рюкзачками, вот, которые могут остановиться, даже там какое-то время покемарить и потом ехать дальше. Вот Дакар у всех разный. Когда мы ехали, впереди где-то замаячит либо вертолет, либо что-то, вот какое-то движение там людей, ты понимаешь, и нам рассказывали, потом мы сами поняли, что на самом деле это очень опасное место, и здесь надо быстро уже там думать, ориентироваться, и надо, наверное, тормозить, потому что как раз там может быть либо промоина, либо может быть какое-то препятствие, какое-то то, что либо корреспонденты приехали снимать, либо там медицина прилетела для того, чтобы там помочь тем, кто попал в какую-то ситуацию. Поэтому Дакар для всех разный, но я думаю, что Дакар все равно это эмоции, это момент, когда можно испытать себя, дожить до финиша. Вот. Дакар – это производный, все равно от эндуро, мотокросс, все равно же все начинают, каждый мальчишка начинает
заниматься спортом, и, соответственно, в лидерах становятся те люди, которые принимают быстрое решение, правильные решения с характером. Конечно, это все те люди, которые участвуют в Дакаре, они настроены на Дакар, они настроены и чисто и по характеру, они бойцы, да, и, соответственно, там слабых не бывает. Но хотя бы, если говорить о тех процентах, про которые я говорил, там 10%, 50% это те любители, те, которые едут. Конечно, если человек едет Дакар как путешественник, это одно дело. Когда ты едешь за результатом до финиша, с определенными скоростями, то тут, конечно, надо готовиться. Ну а знания какие? Первое, конечно, надо опыт недюжинный, надо физическую подготовку, 100% надо физическую подготовку, потому что просто так, если один раз мотоцикл упал, и второй раз не можешь его там поднять, соответственно, ты уже не годен, да, поэтому надо абсолютно точно физически готовым быть, надо в мыслях о том, что тебе нужно это проехать, там, сделать, доехать, это обязательно. Вот. Ну и, соответственно, опять, чтобы доехать, можно быть аккуратистом, можно ехать и ничего не сломать, но ведь надо быть готовым к тому, что у тебя может что-то отломиться, то есть ты должен помимо этого еще быть продвинутым, наверное, человеком, который может отремонтировать и поставить там камень под эту подвеску и доехать до финиша. Как было и у меня, когда камень круглый выскочил, так сломался второй раз, такой поставили камень, доехал. Поэтому я думаю, вот те все качества, они обязательно присутствуют. Да. Вообще там непростые люди, мне кажется, едут весь Дакар. Все, кто участвует в Дакаре, все люди очень непростые. У одних немножко, может быть, чуть больше, чуть меньше. Вот, и характером, может быть, физически, но все равно однозначно то, что они все подготовлены, настроены на то, чтобы там доехать, потому что те испытания, которые от финиша до финиша, ты понимаешь, что не хочется ехать, а нужно. И ты садишься и понимаешь, что да, действительно ты едешь и обязательно там доедешь, поэтому там простых нет. Формула X спортсмены – это настоящая экосистема, которая объединяет и продавцов, и покупателей. Поэтому, если вдруг вы думаете о том, чтобы открыть эндур-магазин или магазин мототематики, то обратите внимание, что у этих парней действительно вот прям настоящее такое отцовское отношение к этому бизнесу. В первую очередь помогают, советуют. Ну и главное, дают вот эту вот систему, которую вы сразу попадаете, сразу приобретаете огромное количество клиентов, и, собственно, вам не нужно думать ни о рекламе, ни о чем-то еще. Ну и, конечно же, ребята, если вдруг вы понимаете, что вам что-то нужно из экипировки или вам необходимо купить мотоцикл, запчасти, оффроуд тематикам, снегоходы, все что угодно, это Формула X, друзья. История с допингом проста, как 3 копейки. Когда ты весь погружен в то, чтобы найти бюджет, спонсоров, на гонки, поехать, как-то где-то урвать время потренироваться, потому что во всем этом круговороте, даже на тренировке, времени иногда не хватает. Естественно, ты не можешь быть сам себе все. Я изо всех сил пыталась быть сама себе все, но, видимо, в какой-то момент, да, я это упустила, поскольку у меня еще со школьных времен эти проблемы с головной болью, мигрени жуткие, я как-то этим серьезно не занималась до определенного момента. Сходила к врачу там несколько лет назад, он мне выписал лекарства, и говорит, ну, вот там, типа, надо тебе чуть-чуть восстанавливать, чтобы кровообращение, кислородом там, насыщать, и бла-бла-бла, питание мозгам.
И мне выписали такую, ну, условную такую капельницу, которую раз в полгода прокапывала, и мне там от этого становилось полегче. Как обычно, это, ну, там, рецепты какой-то там, какой-то список лекарств, которые там написаны. И я, естественно, ходила, там, даже не проверяла особо, что там в этом, ну, какие-то там написано, что там какая-то, знаешь, там, глюкоза, что-то там еще, эдренол какой-то, еще какая-то шляпа. Вот. И, соответственно, осенью перед поездкой в Марокко, думаю, надо прокапаться, как обычно, чтобы было полегче. И поехала на гонку. Как раз это был год, когда начали наших всех накрячивать с этим мельдонием. Это как раз был первый год, когда его внесли в список запрещенных препаратов. То есть надо сказать, что вообще, в принципе, мотоспорт, особенно ралли-рейды и проверки на допинг, то есть я даже никогда не слышала, что где-то у нас что-то такое вообще происходило. Мы как бы вообще были где-то далеки от этого, где-то в олимпийских видах спорта. Вот. И тут, значит, после первого спецучастка ко мне подходит девочка, которая представитель ФИМ, говорит, пойдемте-ка проверимся. Я такой, ну окей, ладно, для меня это было такое новое что-то. Они меня, значит, отводят, говорят, что-то вы там принимали, какие-то препараты, еще что-то. Я говорю, да нет, ну как бы вот витамины пила, то все. Такие, ну типа окей. Берут анализ и говорят, что если что-то не так, через неделю там, пришлют, соответственно, что не так. Если все так, то, мол, ничего и вообще не пришлют. Соответственно, проходит неделя, ничего не прислали, проходит 2 недели, ничего не прислали. Ну все окей, как бы я там особо и не переживала на эту тему. И уже там, через месяц, то есть, соответственно, это уже был конец октября, да, в начале ноября, вдруг мне на почту приходит письмо. Извините, ваша лицензия приостановлена до выяснения. У вас, значит, обнаружили мельдоний в таком-то размере, трали-вали, запрещенный препарат. Я сначала такая, думаю, блин, дальше я такая читала, думаю, какая-то шляпа, какая-то вообще шутка, что ли. Думаю, я отнеслась к этому как-то, да ладно, сейчас типа все выясним, это все фигня. Ну и, соответственно, когда я начала выяснять это все, выяснилось, что это вообще не фигня, что это все очень серьезно, и что, чтобы посоветоваться хотя бы, да, там, с юристом каким-то, который занимается такими вопросами, надо там, знаешь, продать машину, квартиру, чтобы просто 15 минут с ним поговорить. Я поняла, что, собственно, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, я начала, благо иньяс я закончила, язык более-менее знаю, но начала изучать всю эту историю, читать документацию, что, куда, как. И, в принципе, созваниваться, соответственно, с этим юристом из ФИМа, решать все эти вопросы сама начала. И мне сразу сказали, нет, ты даже не надейся. Это 4 года дисквалификации, в лучшем случае 2 года, если там что-то такое. То есть вначале было все очень мрачно. И надо сказать, что, ну, то есть это, я говорю, это не описать. Я вот сейчас вспоминаю, меня до сих пор, как, знаешь, от все крючит и корежит. Уже все было оплачено, представляешь? Найти вообще, в принципе, спонсоров, да, сложно. Найти спонсоров на Дакар, а у нас так вот получилось, что прям все сложилось, все классно. Но я в какой-то момент, конечно, хотелось просто, знаешь, залезть под одеялку и заплакать. И мне уже, благо у меня спонсоры были адекватные, они мне сказали, слушай, вообще не парься, типа того, что, знаешь, там, все норм. Но я так не могла, понимаешь, видимо, у меня как-то характер, я всегда бодаюсь до последнего, до победного, и я подумала, что нет, ребят, я вот, да, хоть мне все говорят, все говорит о том, что нет, люди начали в интернетах писать, что Настя, это знак, значит, не надо никуда ехать, это же такая опасная гонка. Я говорю, не, братцы, так дело не пойдет. Я всю жизнь, вот последнюю свою сознательную стремилась поехать на эту гонку, и тут вот так вот из-за какой-то шляпы просто, ну, нет, я не согласна. И в итоге я их дободала до того, что они сказали, окей, ладно, мы всю твою историю болезни перечитали, мы все твои анализы посмотрели, все твои доводы выслушали, окей, мы там тебе дадим разовую лицензию, может быть, там, мы сейчас еще подумаем, это было уже там, ближе к старту. Но типа того, что если в итоге там все, как-то мы решим, что все плохо, то твой результат на Дакаре аннулируем.
Ну, уже после, соответственно. То есть разбираться, типа, будем после. Ладно, уже хер с тобой, езжай на гонку. Для Дакара нужен характер? Без него туда не сунешься просто. Конечно, характер волевой, воля к тому, что к победе. Характер должен быть настроен на то, чтобы ты доехал и сделал Дакар. Конечно, без валенку туда, вяленому ехать туда просто можно и не собираться. Вот. На самом деле это спорт настоящих спортсменов к тому, чтобы настроить их на то, чтобы добраться до финиша. Вот. Конечно. Хотя я хотел сказать, надо быть мужчиной, хотя у нас и наши девушки выступают очень успешно, вот, поэтому, они тоже настоящие мужчины. Они молодцы, конечно, тоже у них поучиться можно. Приятно смотреть, как они ездят. У нас и Анастасия, и много девчонок в мотокроссе ездят. Ну, конечно, Юта Кляйншмидт – это вообще просто легенда Дакара, когда она наравне с мужчинами и почти с такой же скоростью преодолевает все те условия, всю ту трассу, вот, и также поднимает мотоцикл. Ну, правда, девушка останавливается, помогает, но, конечно, характер там просто необходим. Только вперед, полный газ. Когда ты доезжаешь до финиша, у меня еще на первом моем Дакаре вот это было ощущение очень странное, очень такое неожиданное в тот момент для меня. На втором Дакаре это уже было не так. Ты ощущаешь какую-то абсолютно какую-то... Не вот это вот класс, там и хочется эгегей, прыгать и зажигать. Нет, у тебя в какой-то момент наступает какое-то безумное чувство пустоты. Как будто у тебя такая вот огромная образовалась дыра, через нее такой ветерок дует, и как, все закончилось, и все, и вот это все, и ты не понимаешь, что с этим делать. Это какое-то такое даже состояние близкое к депрессии начинается. Тебе хочется там практически плакать. Ну, то есть, да, там финишный подиум, вот это все медальки, красиво, но внутри ты ощущаешь какую-то безумную грусть по поводу того, что все завершилось. И что вроде как, а чего, дальше-то куда? То есть, да, там, вот когда я первый Дакар свой финишировала, я такая, и все? А что еще хотеть-то теперь? Как, выше Дакара какая еще гонка? Уже нет гонок больше. И так, я помню, пару месяцев в себя приходила, пока не придумала себе какую-то новую историю. В 2019 году, соответственно, было все очень похоже, потому что я понимала, что, я теперь финишировала Дакар в самом сложном зачете, без механиков. А куда сложнее? Уже сложнее некуда. На машине ехать, очевидно, легче. На мотике с механиком тоже, И тоже несколько месяцев после этого я приходила в себя. Надо было себя чем-то заполнить, вот эту вот пустоту образовавшуюся.